Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, мы собрались с вами в Ярославле не случайно, а по хорошему поводу, чтобы дать старт году театра в России. 2019 будет связан с развитием театрального искусства. Напомню, что вообще годом создания театра, мирового театра, считается 534 год до нашей эры. А вот в нашей стране в таком полноценном виде он был создан в 18 столетии, уже нашей эры, после Рождества Христова. Но, вы знаете, у нас любят говорить и часто говорят, замечательные есть слова, поговорка: в России долго закладывают, но быстро любят ездить. Вот примерно то же самое у нас произошло и с театром. Сначала он развивался просто как частное дело в различных поместьях, у людей, которые любили искусство и театр, но 1750 год, вот именно здесь зародился наш профессиональный театр. В 1752 году труппа переехала в Петербург, и в 1756 году Елизавета Петровна приняла решение создать первый, по сути, общегосударственный театр для широкой публики. Это, безусловно, было невероятным толчком в развитии театрального дела не только в нашей стране, как оказалось, но и во всем мире. Потому что вот, долго запрягать, но быстро ехать — это наша национальная особенность, она в полной мере сказалась в сфере театрального искусства. Потому что наш театр, без всякого на то преувеличения, стал ведущим в мире. Театр в широком смысле этого слова. И не случайно вот коллеги, с которыми мы сегодня встречались, говорили о том, что зарубежные коллеги приезжают часто и с удовольствием в Россию. Понятно почему. Потому что у нас замечательные школы были созданы за время развития театра в России вообще, в Российской империи, и в Советском Союзе потом, и в Российской Федерации сегодня. У нас самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира. Самое большое. И самое большое — это, конечно, наше огромное преимущество. Театр — это уникальное искусство. Здесь есть все: и танец, и вокал, и игра самих актеров драматических. Это удивительное по своему воздействию на людей искусство. Оно такое многогранное. И этим многогранным искусством в совершенстве владеют наши мастера, наши артисты, режиссеры, постановщики. И я очень рассчитываю на то, что год театра в России, он даст не только толчок в развитии театрального дела, он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире. И, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства. Поздравляю вас с началом года театра в России. Спасибо. Добро пожаловать на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии», участника международного альянса SkyTeam. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности и аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета.
никто не едет. Сейчас вот утром едешь, видимость хоть более-менее, а ночью ехал, особенно встречка, когда Это у меня Андрюха там потерял. Андрюха, который как раз он едет. Комсомольск-на-Амуре минус 45. Мама, а что такое Антарктида? А это то же самое, что и у нас, только с пингвинами. Бабака, бабака, индокахомату, абевучера, морекахомату, активира. В странном месте мы живем. Здесь изнуряющую психику зимы, болото, лес и река Амур. Согласно легенде аборигенов, в давние времена в реке жил злой белый дракон. Он мешал рыбакам ловить рыбу, топил их лодки. И тогда пришел черный дракон, сжалился над людьми и победил белого дракона. И с тех пор река так и называется рекой черного дракона. Амур. Как-то раз мы ездили к шаманке далеко в тайгу. И она сказала мне фразу, от которой у меня до сих пор мурашки по коже. Духи покинули это место. Они больше не хотят помогать тем, кто здесь все разрушил. А духи могут вернуться. Ученые говорят, что ландшафт влияет на характер человека. Дальний Восток – это малоосвоенная территория. Здесь практически нет дорог. Здесь океан леса, заброшенные деревни, покинутые города. Люди бегут из этих мест, оставляя дома. Я хочу понять, кто я, где мой дом, что передали мне мои предки. Я вглядываюсь в лица уже ушедших бабушки и дедушки. Их нельзя больше ни о чем спросить. Остались только осколки памяти. Они жили на Найском селе Бельгов, совсем недалеко от Комсомольска, на другом берегу реки Амур. Там прошло мое детство. В 2013 году место, где я просыпался под пение птиц, запах молока и хлеба, ушло под воду. Дом, огород, вещи моей бабушки. Все поглотила река Амур.
После наводнения я побывал в этом доме, и среди ржавых вилок и ножей нашел вот эту коробку. Я сразу же ее узнал. Я так любил играться с загадочными часиками, которые в ней хранились. Часы не подлежат восстановлению. Время навсегда остановилось. Их жизнь такая типичная, может уложиться в пару предложений. Он был капитан, он всегда отсутствовал. Она его любила, ревновала, ждала. Однажды рассказывала, Вернулась домой с 3 детьми и не застала его дома. А вокруг бегают голодные гусята, пищат. И от отчаяния я взяла топор и отрубила им головы. они очень уставали. Бесконечный физический труд. Наверное, я никогда бы не смог так бороться за выживание. Колоть дрова, Топить печь, носить воду, заготавливать сено, кормить свиней, коров и кур, бороться со снегом, чтобы выйти из дома, а летом копать садить и собирать урожай. Они никогда не говорили о чувствах, только о делах, о внешних, как будто бы тщательно пытались скрыть от чужих глаз свое внутреннее содержание. Дед умер очень тихо, просто лег и не захотел больше вставать. Бабушка жила еще долго, жаловалась, что одиночество – самая страшная вещь. Но переезжать в город не захотела. Жить в квартире клетки было бы пыткой для нее. Вглядываясь в их лица, я вижу немой вопрос к нам, живущим. А как вы там сегодня? Не была ли напрасной наша тяжелая жизнь? Всякой жизни было за эти 80 лет, Господи, чего только не было. Ну, хорошего-то мало было. Жили-были девочка и мальчик. Они любили друг друга, как брат и сестра. Но вот однажды началась страшная метель, и снежная королева похитила мальчика. И девочка осталась одна.
Бабушка, а что стало с мальчиком? Его сердце превратилось в кусок льда. Спи давай, спи, 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 спи. Мама, а как образуется ледник? Глобально понижается температура, и снег год за годом выпадает и не тает. Он спрессовывается и превращается в лед. С каждым тысячелетием толщина льда возрастает, ведь снег бесконечно падает. Постепенно лед выдвигается в океан, и там обламывается волнами и течениями. Так создаются айсберги. Вы никогда не задумывались о том, какое влияние на нас оказывают символы, мифы, сказки и даже памятники? Моим самым страшным мифом детства был миф о том, что памятник Ленина ходит ночью по городу и заглядывает в окна неспящих. Тело этого человека до сих пор находится на главной площади нашей страны. Миллионы людей поклоняются ему. Олега Сенцова посадили на целых 20 лет только за то, что он хотел взорвать вот этот памятник Ленина. Как-то я спросила у одной женщины, если бы выбирать, какое время À choisir. вам больше нравится, Quelle est votre époque préférée? Le présent ou le passé? Конечно, прошлое. Le passé, bien sûr. Я настолько тяжело Ça m'a fait tellement de mal quand ils ont rasé la statue de Lénine près de l'école. Ленина возле 26-й. Ну и Et почему pourquoi ils l'ont fait en cachette, hein? сделали именно украдкой? La nuit, Ночью. Мы au matin, глядь, il n'y avait plus que le осталась socle. ставка. Лучше Nous n'avons rien de mieux que ce Lénine, celui de la place Lénine. В каждом городе, в каждом селе есть улица Ленина, есть памятник Ленина. Ленины очень разные, безобразные и величественные, но для верующих не важна эстетика, важен символ поклонения. Мы установили самый редко посещаемый памятник в мире. Мы установили Ленина в Антарктиде в 1958 году на Южном полюсе недоступности. Кстати, Ленин смотрит в сторону Москвы и продолжает влиять на молодые умы. Для меня Ленин. Pour moi, Lénine, c'est une figure historique que beaucoup prennent en exemple aujourd'hui. Он сделал
очень много для Il a fait развития- beaucoup pour для le развития développement de нашей notre страны. pays. Это та личность, C'est la personnalité dont les idées m'aident à construire mon système de valeurs. систему своих ценностей. Ну, а твой оппонент скажет, он с легкостью подписывает. Mais tes adversaires diront qu'il a signé sans hésiter des condamnations à mort, qu'il a ordonné l'organisation d'opérations violentes, d'interventions. А я спрашиваю, откуда у него такая... Alors je leur demanderai d'où viennent ces informations. Ils te montreront des documents. Подлинны ли эти документы? Mais on peut se demander, Можно est-ce que ces спросить, documents sont authentiques? откуда у On него peut leur эти demander документы? d'où ils tiennent ces Можно documents. спросить, On peut leur demander qui leur a кто тебе dit que ces сказал, что documents это étaient des vrais, настоящие etc. документы и так далее. Moi, mon objectif principal dans la vie, c'est de subvenir aux besoins de ma famille et de mes descendants. Такая, как бы сказал, Vladimir Ilyich Lénine dirait que c'est un буржуазная objectif цель. petit bourgeois que tu as là. Oui, peut-être. Не хочешь изменить? Tu ne veux pas changer le monde, rendre l'humanité meilleure? Je voudrais d'abord que ma famille soit à l'abri du besoin, et après, on peut changer le monde. Я не помню, когда распалась эта связь времен. Я помню лишь крошечный осколок этого айсберга. Бабушка была истово верующей коммунисткой, верила Сталину как себе. Мы так вам верим, товарищ Сталин, как, может быть, не верим себе. И даже после тюрьмы, после репрессий, она никогда не рассказывала о том времени. Я помню лишь осколки боли в ее глазах, острых и злых. Она пожертвовала собой, чтобы спасти мужа, и помогла ему бежать в ту же ночь, вместе с 3 их маленькими детьми, среди которых был и мой отец, мой маленький отец. Ты, наверное, плакал и не понимал, почему мама не поехала с вами, а осталась одна в пустой холодной квартире. И, наверное, ты видел, что родители напуганы, и, наверное, ты видел что-то огромное и страшное в глазах матери. И, наверное, ты запомнила ее последние слова. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я никогда не расспрашивал отца, не успел. А он не рассказывал. Это была такая немая жизнь многих людей в СССР. Свидетели, они ничего не могли рассказать из-за постоянного страха. Да, я была жесткая бабушка. Мужик в юбке, без сантиментов. Я не любила твою мать. Может быть, потому что она была похожа на меня? Зачем она окрутила моего сына? У него могло быть будущее офицера ракетных войск. Бабушка. Но они познакомились уже после того, как его отчислили из военного училища. За пьянку. Никогда не влюбляйся. Всегда держи голову в холоде. Медики говорят, что холод, однажды проникнув, никуда не уходит из тела. Этой зимой наша машина заглохла на трассе Комсомольск-Хабаровск. И мне хватило 15 минут на морозе -40, чтобы чуть не околеть. Я помню, что тело начало колотить и было очень больно. Холод – это больно. Часто тела замерзших людей находят в позах, которые говорят о страстном желании зарыться как можно глубже. В землю, под ветки, в листву. Это называется терминальное копание.
Мягкий, уютный, никому не делающий больно миф. Это как жизнь под одеялом. У нашего народа много мифов и сказок. Миф о добром дедушке Ленине. Миф о светлом, счастливом будущем. Миф о том, что все хотят завоевать СССР. Этот миф живучий сейчас. Кругом враги. Враги, враги! Миф о загнивающем Западе. Этот мир тоже очень популярен сегодня. Но почему-то наши кайдовские сказочники имеют на Западе недвижимость, бизнес и даже гражданство. И, конечно, миф о великих стройках и национальных проектах. Таким мифом был и остается Комсомольск на Амуре. Наш город начали строить в 1932 году в тайге по указу Сталина. Это карта лагерей ГУЛАГ. В городе их было около 40. Заключенные жили в морозы в бараках, где вода утром в кружках замерзала, а волосы примерзали к доскам. Хоронили людей прямо в снегу, голых, с биркой на ноге. Но комсомольчан удобно верить в миф, что Комсомольск построили молодые комсомольцы. Комсомольчанам хочется сказки. Однажды молодые люди приехали в тайгу и построили город Комсомольск на Амуре. Vas-y, en voilà une belle racine carrée. Ici, à la place de ce bâtiment, se trouvait la première gare ferroviaire de la ville. Dans les années 30, 40, 50, des convois ferroviaires qui transportaient des milliers de prisonniers arrivaient ici. Quand les prisonniers arrivaient dans la zone de transit, leurs documents étaient envoyés à la direction des camps au 47 rue Vokzalnaya. Là, en fonction de l'article du code pénal au titre duquel ils avaient été condamnés, certains étaient envoyés à Sakhalin, d'autres à Ourgal. Ceux dont les articles étaient les moins graves, les criminels les moins dangereux, si on peut dire, restaient à Komsomolsk pour des travaux plus faciles. C'est le camp, le Dallag, qui a construit tout ça. Vous voulez dire les prisonniers? Mais on n'en parlait peut-être pas? Si, on en parlait. Mais ça portait un autre nom. La Mourlag? Oui, la Mourlag, c'est ça. Je ne m'intéressais pas à ça, Et pourquoi? Parce que pour moi, il y avait les Komsomol, et c'est tout. C'est vrai? Mais c'est une légende, ce n'est pas du tout la vérité. Et maintenant, c'est difficile de se défaire de cette légende. Et si vous appreniez que 90% des bâtiments ont été construits par des prisonniers? Non, je ne veux même pas y croire. C'est vrai? Je ne sais pas, je ne veux pas abandonner cette idée, légende ou pas, je ne sais pas, ça me ferait du mal. Кажется, что тот лед был со мной с самого рождения. В моем детстве, в 90-е, страшно было выйти на улицу. Там с тебя могли снять шапку, отобрать сумку, могли даже убить.
Но ты же не видел другого мира. Ты же не верил, что может быть по-другому. А я любила книги о другой жизни, цветной и радостной. Люся, ну что ты лежишь как тюлень? Ты что, забыла, что ли? Люся, я с кем говорю? Мне кажется, я тебя попросила. Ты слышишь меня вообще? Я не понимаю. Я попросила тебя вообще? Это что, так трудно, что ли? Нужно просто достать из морозилки курицу и поставить ее размораживаться. Ты слышишь меня? Люся, это не первый раз уже. Это постоянно. Я прошу тебя достать и разморозить курицу. И что? И сколько теперь ждать придется? Господи, я с кем говорю? Ты слышишь меня? Почему опять мусор не вынесла? Это постоянно так. Я тебя прошу, ты не делаешь. Люся, постель не заправила. У тебя постоянный срач в комнате. Это что, трудно заправить постель? Люся, сколько теперь курица будет размораживаться? Ты знаешь? Слышишь меня? Теперь 3 часа придется ждать. Ты есть что-нибудь хочешь, да? Есть-то, конечно. А готовить кто будет? Я не могу готовить мерзлую курицу. Это так просто. Тебя попросили. Так сделай. Это так просто. Тебя попросили. Так сделай! Сердце не стучит, ты одна в ночи, и не клуб градусной, твои слезы — это боль. Эта жизнь не для тебя, рассыпайся в снега, цвет белый, пустота. Его звали Кай, а ее Герда. Они не были братом и сестрой, но очень любили друг друга. Encore une question. Est-ce que vous vous rappelez le conte La Reine des Neiges? De quoi ça parlait? Vous pouvez le raconter avec vos mots
à vous? La Reine des Neiges a enlevé Kai, elle lui a gelé le cœur. Attendez, ça va me revenir. La Reine des Neiges! Et après, je ne me rappelle plus. Mon œil! Un morceau de glace est entré dans mon œil et un autre dans mon cœur. Работающий человек не должен быть бедным. Достойная зарплата – путь к преодолению бедности. Достойная пенсия, достойная старость. Сначала рост зарплаты, потом рост квартплаты. Гера, Гера, ну ты что себе думаешь? А чё ты так и будешь? Ну надо ж, наверное, как-то думать о жизни. А ты в будущем, когда мы помрем, что будешь делать? А? А кто за тобой будет ухаживать? Ты же ничего не можешь. Может, надо как-то с работой решить? Как ты будешь жить, когда мы помрем? А? Герман, а как ты жить-то будешь? Ты же вот что будешь делать? Ну, надо ж, наверное, работать. А ты что, так и будешь жить без семьи все время? А потом на старости лет бобылем помрешь, да? А будешь умирать, тебе воды кто-нибудь подаст? Воды же никто не подаст. А меня же уже не будет. Мы же уже помрем к тому времени. А? Ну, надо ж, наверное, работать. Надо что-то делать. Надо же заниматься чем-то. Бизнесом, может, каким заняться? Давай вот, займись бизнесом. А что, так и будешь сидеть все время? Пока на маминой шее сидишь, можно. А потом-то маминой шеи не будет. Мы ж помрем. А? А что ты делать-то будешь? Я буду замораживать трупы, мам. Куриные? Нет, человечьи. Я отрежу твою голову вместе с шеей, мам, и заморожу ее. Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами. Спасибо. За окном порхали снежинки. Одна из них начала расти, пока не превратилась в прекрасную женщину. Она была изо льда, из ослепительно сверкающего льда, но живая. Глаза ее сияли, как две ясные звезды, но не было в них ни тепла, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Моего прадеда, Яковенко Сидора Александровича, расстреляли в 1938 году. И это не миф, не сказка.
она время от времени стучала по больничной койке. Когда я ее спросила, зачем она это делает, она сказала: я просто хочу знать, что я еще существую. Denis Karagodin est un designer de Tomsk de 33 ans. Depuis 4 ans, il mène des recherches sur le sort de son arrière-grand-père, fusillé en secret pendant la Grande Terreur en 1938. Des dizaines de milliers de personnes suivent l'avancée de son projet. Méthodiquement, Denis met sur son site tous les éléments qu'il trouve. Il ne faut pas se dire que tout ça, c'est du passé lointain. Non, c'est une réalité d'aujourd'hui. Imaginez, vous êtes chez vous, et là, des gens arrivent, et ils emmènent votre mère ou votre mari, votre femme, et vous allez rester assis sans rien faire? Non, bien sûr, vous allez chercher à savoir, à comprendre, etc. Денис Карагодин. Для меня сегодня это герой современной России. Денис как-то сказал: Они думали, что? Убили моего прадеда, потом выдали бумажку, что ошиблись. И это что, все? А это не все. Впервые в России Денис готовит личный Нюрнбергский процесс с доказательствами и обвинениями преступников, начиная от Сталина и заканчивая человеком, нажимавшим на курок. Денису мешают, травят в СМИ, закрывают архивы. Недавно разбили его машину. Это значит, что современные чекисты понимают, что их предшественники творили нечто чудовищное. Но страна должна знать не только свои мифы, страна должна знать своих палачей. Катя была непосредственной исполнительницей убийства Степана Карагодина. Она могла бы даже его вспомнить, если бы постаралась. В ее личном досье меня поразили 2 фотографии. Здесь она на отдыхе в санатории НКВД. Кстати, санаторий существует до сих пор. И там отдыхают сегодняшние чекисты. На фото Катя веселая и радостная. Даже не скажешь, что убийца. И второе фото. Катерина на пенсии. Это фото с ее ухоженной могилой. А значит, есть и внуки, и правнуки, которые ее любили. Екатерина Михайловна, мы хотим задать вам несколько вопросов. Вы обвиняетесь в убийстве как минимум 261 человека. Я выполняла приказ ликвидировать врага народа. Если мы хотим жить в великой стране, мы должны очистить себя от всей грязи и от всего того, что нас тянет ко дну. А вот сейчас, в 2019-м, ясно, что человек был невиновен. У вас не вызывает сожаления, что вы убили много невинных людей? Да кто их там разберет? В 2019-м вы уверены, что они были невинны? Ну да, по материалам дела видно, что невиновны. А может, вы ошибаетесь? Так материалы же ваши, НКВДшные. Ошибиться невозможно. В тот момент я была точно уверена, что их вина доказана. Вы бы пожелали своей внучке или правнучке такой же судьбы, как у вас? Жить ради своей родины? Работать палачом? Если это необходимо для создания великой страны, да. Но страна-то развалена и разворована. Может быть, на крови не слишком крепко держится цемент. А может, не все были до конца верны своему народу? А когда вы лично представляли пистолет в голове человека, у вас никогда не возникало чувства жалости? Допустим, он виновен, но, может быть, достаточно было лагеря. Это же человек. Вы знаете, на войне либо ты, либо тебя. То есть вы были на войне? Мы воевали за светлое будущее, за царство свободы. Для всего человечества, как в Евангелии. Всякое растение, что не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Растение человек не подрезано, не подстрижено, но вырвано с корнем
искоренить его раз и навсегда без остатка. Нам не хватило времени. Мы хотели весь шар земной сделать нашим. Весь мир насилием разрушен до основания, а затем мы новый мир построим. Покажите, пожалуйста, как вы стреляли в людей. Это очень быстро. Это не мучительная смерть. Ствол пистолета вы наводите на основание шеи и слегка поднимаете вверх. Таким образом, пуля вылетит из глаза, и крови почти не будет. Никогда не думал, что смерть может вот так тебя посетить. Это было начало учебного года. Мы всем классом после школы пошли гулять. Мы пили пиво, шутили, но получалось не очень убедительно. И вдруг я посмотрел на небо. И я увидел это серое небо. И вдруг что-то щелкнуло. И люди стали казаться мне другими. И я стал ощущать эту пустоту, которая просто разъедает меня. Я пошел домой и просто сел. Я вдруг оказался в нигде. Гера, Гера, ну ты что, так и будешь лежать всю жизнь? Я хотела стать балериной, но не стала. Моя мамочка настояла, чтобы я имела серьезную профессию. Я очень боялась обидеть мамочку, поэтому пошла работать на завод и проработала там до самой ее смерти. Только потом вздохнула свободно, ушла с завода и открыла свой бизнес. Теперь у меня свой огромный дом и джакузи. Меня уже совсем не помнит никто. Только то, что я была портнихой. Шила меховые шапки. И одна подняла 2 дочерей. Почему одна? Теперь вам уже никто не ответит на этот вопрос. При жизни мою дочь не интересовали подробности об ее отце. Я и не настаивала. Я отрезала все чувства. Нужно было выжить. Вполне возможно, что моя мать работала в органах.
Comment supportez-vous l'hiver à Komsomolsk? Je suis souvent malade. J'ai l'impression d'être allergique au froid. La solitude dans la foule, voilà ce que je ressens. Et sans doute pour très longtemps. Je me sens isolée, renfermée en quelque sorte. Comme un détachement. C'est sans doute de l'égoïsme. Vous ne savez rien de la vie que vivaient vos grands-parents, s'ils ont été touchés par la répression? Non, je ne sais rien de tout ça. Qui étaient-ils? Peut-être que c'était des bourreaux ou des victimes? Non, je ne sais pas. Nous allons dans un royaume magique. Dans mon palais, tu oublieras tout. Ton cœur deviendra aussi froid et dur que la glace. Tu ne connaîtras plus ni la joie, ni la peine. Tu ne seras plus que calme et froid. Là est le vrai bonheur. Николаю было 25, когда он в январе 1938 года расстрелял Карагодина Степана Ивановича. Он был красивым юношей. А вот на этой фотографии Зырянов в шутку учит своего сына стрелять из пистолета. Фотографируется и своей рукой подписывает это фото. Вот мы и ворошиловские стрелки. Мамочка, он так удачно поставил свою ножку, как будто что-то понимает. Расскажите, как фабриковались дела. Это была такая рутина. Хорошо отлаженная рутина по всей стране. Каждый край и область соревновались между собой, кто больше уничтожит врагов народа. За это награждали орденом Ленина и материальными благами. Придумывались организации, которые якобы вели подрывную деятельность. По каждому человеку составлялось обвинительное заключение, и решением тройки НКВД приговаривали к расстрелу. Затем создавалась специальная расстрельная бригада, и я был именно в такой. Для поддержания боевого духа нам выдавали спирт. Заключенные выкапывали яму, на край ставили палатку дождя и снега, там находились мы. Заключенный шел по доскам к яме, мы стреляли, тело сваливалось. Когда яма заполнялась до краев, копали новую. Вы экономили патроны? Да, патронов не хватало. И тогда мы душили людей петлей смыл. А вот один из эпизодов, который вы должны помнить. Однажды, будучи пьяными, исполнители решили поглумиться над молодой парой, приговоренной к расстрелу. Под предлогом сохранения жизни им предложили совершить половой акт со связанными руками на глазах у исполнителей. Молодой человек выполнил волю своих повелителей. В этот момент были накинуты и затянуты петли на обе жертвы. Зачем вы так издевались над людьми? А просто рутина и скука. Но мы же должны как-то развлечься. А в 2019-м ведь ничего не изменилось. И людей также пытают, насколько я знаю. Вы поступили бы так же на моем месте. Мы все лишь заложники внешних обстоятельств. Это правда, что некоторые надевали резиновые фартуки и расстреливали в перчатках, чтобы не запачкаться? Когда вы расстреливаете в подвале, то, конечно, мозг и кровь вылетают и заливают вас по уши. Но мы здесь говорим о расстрельной палатке. А вот там мы оставались чистыми. Но я не чудовище. Я лишь хорошо выполнял приказ. А что касается моих чувств, то я давно их вырезал. Покажите, пожалуйста, как вы душили людей. Дедушка?
когда я узнала, что мой дед был палачом, я не могла спать несколько ночей. Потом решилась написать Денису. Умом понимаю, что я ни в чем не виновата, но чувства, которые я испытываю, не передать словами. Сейчас снова возникают сталинисты, ставят памятники Сталину. Это просто в голове не укладывается. У нас в стране никогда ничего не изменится, если не признать всю правду. А мне очень стыдно. Мне просто физически больно. И горько, что я ничего не могу исправить. Кроме того, что признаться вам в моем зыряновом родстве и поминать вашего прадедушку в церкви. ценности людей. Я была заморожена. В музыкальной школе меня унижал педагог по музыке. Она била меня по рукам, покрытым цыпками. Вечно красная, в трещинах, холодные от мороза руки. И вот после очередного унижения я поклялась, что когда вырасту, приду к ней в класс и приставлю к ее лбу дуло пистолета, а она будет плакать и на коленях молить меня о пощаде. Девочка, быстро на место! Итак, дети, приближается Новый год, и нужно делать подарки. Самый лучший подарок, сделанный своими руками. Герман, ты кого хочешь сделать? Жирафика? Зайчика? Или, может быть, киску? Слона. Я видел по телевизору большого белого слона. Он живет в теплой Индии, и там никогда нет снега. Говорят, что если дотронуться до него, то можно стать счастливым. Моей маме очень нужен такой слон. Ну, Герман, вот тебе бумага. Сейчас мы сварим клейстер из муки. Нам нужно много клейстера. Только не испачкайте столы. Сворачиваем трубу. Это будет голова слона. 4 тубы из-под туалетной бумаги. Это будут его ноги. И большая коробка из-под обуви. Это его тело. А теперь наклеиваем кусочки газет. Газет у нас много.
можно сделать все игрушки мира. Распад СССР – главная геополитическая катастрофа века. 90-е – небывалый рассвет свободы. Тема номера – проститутки. Шварценеггер сам себе делает клизму. Авария на Чернобыльской атомной станции устранена. Ну, Герман, вот твой слон и готов. Он прекрасен и огромен. И мама, когда до него дотронется, обязательно станет счастливой. Детка. Мам, это тебе. Что это? Слон. Мама, чтобы ты была счастлива. Когда случайно взгляд в ваши глаза, когда крик помощи доносится до тебя, когда за дверью в подъезде стоишь, когда в подъезд заходишь, бежишь, быстро ключи подбираешь, спешишь, когда лужи хрустят виноград, стеной, когда отрываешь замерзший от блеска сок льда, когда я еду отсюда, когда закончится ли зима, закончится ли зима, закончится ли зима, закончится ли зима, если я вместо не буду говорить да, закончится ли зима, если я признаю свою вину, и тогда закончится, да? Mon cœur, je le sens, mais je ne l'écoute pas. Et où est-ce que tu as appris à faire ça? À ne pas écouter mon cœur? Ça vient de notre réalité quotidienne. On vit tous comme ça, et moi aussi je me suis adaptée à cette réalité, et je vis avec ça. Est-ce que tu perçois l'avenir? C'est une question intéressante. Je n'ai jamais réfléchi à l'avenir. Mais il fait peur, bien sûr. Une année passe, et année après année, tu vis ta vie et tu vois que rien ne change. Je veux dire, je me souviens de certaines choses. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et quand j'ai terminé l'école, je pensais qu'à 23 ans, je serais un peu différente. Dans notre pays, sur notre planète, année après année, rien ne change. Comme si tout était gelé. Шугашвили Сталин Виссарионович, вы обвиняетесь в убийстве как минимум миллионов человек. Вы признаете свою вину в организации убийства Степана Карагодина? Никакого Карагодина я не знаю. И даже не слышал о таком. Слушайте, но хватит уже, а? Я придумал и воплотил репрессии концлагеря в России. Даже не я развил их до чудовищных размеров в 30-е. Система работала сама. Слышите? И не я создал систему, когда воры и убийцы наверху, а таланты в тюрьме. Вы же сами все это сделали. Я всего лишь ваше отражение. Власть – это зеркало народа. С этим же вы не будете спорить.
Вам нужен миф, чтобы хоть чем-то гордиться. Но гордиться нечем. Это правда. Да, я подписывал документы и расстрельные списки. Так судите меня за это. Но от одной мысли об этом вам делается дурно, и у вас коленки подкашиваются. И осколком застрял в ваших сердцах. Я лишь заполняю вашу пустоту. Знаете, что такое прошлое? Это то, что осталось в настоящем. Как-то так. Думать. Вот что вам надо. Думать — это больно и непривычно. Но это единственное, что может вам помочь. Окей, Google, что такое думать? Думать — это анализировать явления действительности и делать выводы. Думать — это анализировать явления действительности и делать выводы. Думать — это Я чувствую, как снова опускается железный занавес. Как мои друзья становятся врагами для России только потому, что живут там, за занавесом. Я чувствую эти разделяющие «мы» и «они». Я снова слышу лай вместо слов. Я понимаю, что вы нуждаетесь в другой героине, которая сражается со внешними и внутренними драконами и спасает свой народ, потому что мы самые лучшие. Да потому что мы победители. И мы живем в самой сказочной стране. Но я не героиня. Я могу только чувствовать. Что-то живое уходит из нашей жизни. Прямо сейчас. Notre pays vit dans la stabilité. Grâce aux idées de notre général et guide suprême, nous sommes devenus le pays le plus puissant du monde. Et ceux qui essayent de penser le contraire sont nos ennemis. Qu'avons-nous à craindre? Grâce à notre leader, nous n'avons peur de rien. Il peut prendre rapidement la décision d'utiliser l'arme nucléaire. Не только я, но и Comme все
moi, tous les citoyens de notre grand pays sont des gens heureux. Nous avons les plus grands dirigeants et la vie la plus heureuse. Un seul mot suffit pour qualifier cette vie, le bonheur. Fais-moi confiance, n'aie pas peur, petit. Nous allons dans un royaume magique. Dans mon palais, tu oublieras tout. Ton cœur deviendra aussi froid et dur que la glace. Tu ne connaîtras plus ni la joie ni la peine. Tu ne seras plus que calme et froid. Là est le vrai bonheur. Офицер ФСБ. Голос изменен. Вы давно работаете в ФСБ. Скажите, когда вы начали понимать, что что-то идет не так? Сначала эйфория была, все дико нравилось. Я долго не понимал, что и зачем мы делаем, а позже понял, что цель этой возни – сохранение власти и борьба с инакомыслием. Когда прозреваешь, начинает тошнить. Вы прослушиваете почту людей, слушаете телефоны, следите за постами в соцсетях. Это так? Слушаем, смотрим, читаем, документируем. Техника и возможности сейчас хорошие. Рекомендую всем не пользоваться ВКонтакте, не регистрироваться на оппозиционных сайтах. И почему вы решили рассказать нам о своей работе? Потому что считаю, что страна катится в совок в худшем виде. И многие добросовестно заблуждаются, что все будет хорошо. Стукачей становится все больше. Люди доносят на соседей, сослуживцев. За какой-то пряник они стали рабами. Я бы хотел, чтобы все наши разведчики поняли, что они обыкновенные стукачи, а наша страна без 5 минут Северной Кореи. Единственный истинный враг России – это система спецслужб, старшее государство. Est-ce que vous avez un regret? Quelque chose que vous n'avez pas fait comme vous l'auriez voulu? À beaucoup de gens, souvent, je n'ai pas dit la vérité. Не говорила правды. Вот я, наверное, здесь своим детям. Par exemple, je n'ai peut-être pas toujours dit la vérité à mes enfants. En fait, toute ma vie n'est construite que sur le positif. C'est une vie sous la couverture. Я помню, как разморозилась, как увидела людей. Мне было 16, и отец очень сильно болел. А я была гордая. Я презирала его за его слабость, за его слепоту, за то, что он тенью передвигается по квартире. Как он мог стать таким слабым? Это уже не мой отец. Мой отец сильный и радостный, который несет меня на руках в теплый дождь, и мы смеемся. И однажды мамы не было дома, и он попросил меня сделать чай. Я сделала ему чай и подала кружку, а он просто посмотрел на меня. И в его взгляде было такое приятие и любовь, и понимание, что скоро он покинет эту землю, чтобы не мучить меня своей слабостью. Он тихо, как ребенок, сказал: «Спасибо, Танечка». Я поняла, что плачу. Оказывается, сердце очень связано с глазами. И потом, когда приехала скорая, его понесли на носилках, я бросилась в коридор. Я смотрела, как он нелепо сидел на этих носилках, кого-то искал глазами. И в этот момент наши глаза встретились, и время остановилось. Знаете, любовь
Любовь – это единственное, что у нас есть. Только она может растопить лед внутри. Что я могу сказать? Что каким-то чудом... Qu'est-ce que je peux bien dire? Que par un étrange miracle, je me sens encore moi-même, dans ce monde. Bien que ce monde cultive vraiment le contraire. Je sens que le monde implante ça en moi, que ce système s'introduit en moi, perfidement, qu'il cherche à se faufiler peu à peu dans ma conscience. Il fait comme s'il n'y était pour rien, mais il m'injecte ce poison par tous les moyens possibles. Ne pense pas, ne ressens pas, ne t'inquiète pas, reste assis. Bref, achète un téléphone et reste fixé dessus. Tiens, regarde un film. On nous a gelé le cœur. Et cette reine des neiges, pour moi, c'est le noyau de ce système. Ну, здравствуй. Я пришла за Кай. Отдай мне его. Забирай. Кай, ты узнаешь меня? Я очень занят. Иди домой. Кай. Отдай мне его. Забирай. Но он не хочет тебя. Неужели тебе нужен тот, кто тебя не хочет? Я его люблю. И что? Зеркало. Ему важнее зеркало его экрана. Ну, попробуй конкурировать с экраном. Ты хочешь победы, не выиграв войны. Счастья нет, идеального мира нет. Знаешь, что случилось с мышами, для которых построили рай? Они размножились, а потом стали убивать друг друга от скуки. И через полгода умерли от психических расстройств. Ирония в том, что неврозы исчезают, когда начинается война. Но как только все хорошо, мир да любовь, безумие возвращается. Рай невозможен. Но я его люблю. Замороженное сердце – это лучшее, что я тебе предлагаю. Зачем тебе этот теплый кусок мяса внутри? Боль, разочарование, крушение иллюзий. Зачем тебе чувства? Я его люблю. Ты хочешь забрать его, так? Зачем? Да не зачем. Потому что подлинное желание – это не приобретение чего-то, а устранение недостатка, восполнение дефицита. Но какой дефицит ты в действительности испытываешь? Не обманывай себя, будь с собой честным. Если я сейчас перекрою тебе доступ к кислороду, ты будешь нуждаться в кислороде. Если тебя не кормить неделю, ты будешь испытывать настоящий голод. Ты действительно будешь во всем этом нуждаться. А он? Зачем тебе он? И тогда Герда заплакала. Ее горячая слезинка упала ему на грудь, проникла в сердце и растопила лед.
Когда в больнице умирает клиент нашей компании, его тело обкладывают сухим льдом. Затем выкачивают кровь литров 5. И затем закачивают в тело глицерин. Он разносится по телу, покрывает его инеем и застывает. И затем пациента кладут в спальный мешок и вешают за ноги в огромный дивар с температурой жидкого азота минус 195. И висит пациент, пока люди из будущего не придумают, как снова вернуть ему жизнь. В нашей клинике уже 52 пациента. А зачем они хотят жить? Глупый вопрос. Все хотят жить, кроме психически нездоровых. Сегодняшние связи между людьми – это сеть, интернет. Именно здесь люди в невиданных масштабах делятся своим внутренним содержанием с другими. Вместе испытывают ненависть, иногда даже радость. Но сегодня нет никаких наций. Нет русских, нет арабов, нет даже стран третьего мира, нет Европы и нет Америки. Есть только одна, единственная система систем – международная валютная система. Именно она определяет все на этой планете. А любовь – это иллюзия, миф. Если ты чувствуешь боль, значит, ты вышел в реальность. Когда теряешь красивую иллюзию, всегда так. Неважно, о Деде Морозе идет речь или о разочаровании в любимом человеке, или когда вдруг понимаешь, что живешь не в самой прекрасной в мире стране, а вокруг тебя обычные люди, которые по большей части обучены лишь бояться и грызть друг друга. Иллюзии, мифы, сказки, конечно, дают энергию, но временно и всегда в долг. Никакая иллюзия не сделает нас счастливыми. Не надо бояться, правда. Возьми это. Я хочу попробовать. Сама. Я очень хочу стать счастливой. Мама, а что такое ядерная зима? Но это когда Антарктида распространится по всему земному шару, и будет все серым-серым, и наступит вечность. А с неба 100 лет будет падать не снег,
пепел. Мы реалисты, то есть способны видеть мир таким, какой он есть. Он не розовый. Нас тут не любят, по сути. Ах, как хочется туда, где тепло. Туда, где живет белый слон. Говорят, что если дотронуться до него, то можно стать счастливым. Дочка.